Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем мастерить интерьерное украшение в виде листика пейсли на подставке. У нас такой узор еще называют турецкий огурец. Идею такого листика я увидела на канале Креативный дом у замечательной мастерицы Людмилы. В описании под видео вы найдете ссылку на это видео и на канал Креативный дом. Благодарю Людмилу за разрешение повторить эту работу. Для работы понадобится гофрокартон, термопистолет, любая подходящая стойка, самозатвердевающая масса для лепки или салфеточные жгутики, акриловые краски, акриловый лак, а также шпатлевка или крафт-бумага и клей ПВА. Более подробный список материала вы найдете в описании под видео. Там же находятся все ссылки на эскизы пейсли. По шаблону из гофрокартона вырезаем 4-5 одинаковых деталей. Для верхних двух деталей лучше выбирать плотный гофрокартон. В средней детали делаем прорезь для стойки. В качестве стойки я буду использовать палочку от суши. Также можно применить деревянные шпажки. Далее я использую финишную пастообразную шпатлевку. Также основу можно оклеить бумажными полотенцами или салфетками при помощи клея ПВА, разбавленного наполовину водой. Работу оставляем до полного высыхания, а затем зачищаем наждачной бумагой. Таким же самым способом делаем основу. Из гофрокартона вырезаем 5-6 одинаковых деталей шириной 8 см. Еще один вариант – это оклеивание основы салфетками или бумажными полотенцами при помощи клея ПВА, наполовину разбавленного водой.
Следующую заготовку оклеиваем крафт бумагой. Чтобы крафт бумага приклеивалась без складок, ее предварительно необходимо замочить в воде, либо побрызгать из пульверизатора. Заготовку будем украшать в технике Pape Art Татьяны Сорокиной. Для этого понадобятся салфетки, влажное полотенце и клей ПВА. Таким способом приклеиваем весь узор. Элементы, на которые наносилась шпатлевка, необходимо зачистить наждачной бумагой. Перед работой поверхность обязательно грунтуем. Это делается для того, чтобы элементы и краска хорошо держались на поверхности. Я применяю столярный клей ПВА, разбавленный наполовину водой. Также клей, пропитывая слой шпатлевки, дополнительно укрепляет поверхность. Ссылку на рисунки с Пейсли вы найдете в описании под видео. Изображение можно будет распечатать, а затем при помощи копировальной бумаги перекопировать на вторую сторону. Если вам сложно лепить с картинки, то изображение можно также перекопировать на основу. Для лепки можно использовать любую самозатвердевающую массу, как покупную, так и самодельную. Я применяю смесь рисовой муки со столярным клеем ПВА в произвольных пропорциях. Если столярный клей ПВА слишком густой, то его можно немного разбавить водой. Обычная мука для данной массы не подходит, необходимо использовать именно рисовую муку.
Далее для примера я покажу еще один узор без применения молдов. Окрашивать работы можно в любые подходящие вам цвета. Для основы в данной работе я выбрала темно-зеленый цвет. После высыхания краски работу покрываем одним слоем акрилового лака. По такому же принципу я сделала защитный амулет, который называется хамса.
Так, здесь использован очень ровный гофрокартон, поэтому крафт-бумагой я оклеила только торцы изделия. Хомса украшена как ручной лепкой, так и оттисками из молдов. Если ваша краска имеет слабую укрывистую способность, то перед ее нанесением основу необходимо покрыть грунтом. В качестве грунта я использовала белую акриловую краску. Далее наносим немного светлого серебра или перламутра. И в завершении покрываем работы несколькими слоями акрилового лака с промежуточным высыханием. Интерьерные украшения готовы. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам огромный привет. Гости канала, если вам нравятся мои видео, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. Всем зрителям желаю цветущего весеннего настроения, творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!